Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Всем прекрасного, позитивного дня, рабочей недели, всех благ. Друзья мои, сегодня видео про орхидеи. Девочки и мальчики, сейчас прекрасная пора, когда орхидеи начинают выпускать свои цветоносики. Расскажу вам свою историю. Дело в том, что я в этом сезоне не успела и не использовала, как обычно в предыдущих сезонах. Я использовала по несколько раз удобрения, содержащие повышенную концентрацию калия и фосфора. В этом году я не успела. Я прикупила польского удобрения, вот этого, который у меня уже в августе месяце истек срок, но я решила им пользоваться. Это органическое удобрение для орхидей. И вы знаете, оно направлено на рост орхидеи. Не на цветение, а на рост. И я пользовалась все лето этим удобрением. Видите, у меня осталось там буквально его чуть-чуть. В нем повышенное содержание азота. Не фосфора и не калия, а азота. Но сейчас у нас похолодало в Одессе. И у нас нет отопления. В квартире 18-19 градусов, и что я вижу? Без всяких подкормок, направленных на выгонку цветоносов, на рост цветоносов, у меня тоже потихонечку начинают появляться носики, такие маленькие цветоносов. И я хочу сейчас с вами на это удивительное явление посмотреть, понаблюдать, кто же у меня там уже начал проклевывать эти носики. И я думаю, что сейчас, когда просохнут вазоны, я впервые буду использовать вот это удобрение. Мне кажется, что это, да, мне не кажется, это минеральное удобрение, тоже польское. И здесь я вот даже написала цветение, потому что я при помощи переводчика просмотрела быстренько инструкцию и увидела, что здесь повышенное содержание калия и фосфора, то есть оно именно для цветения. И вот когда уже появились цветоносики, я попробую в этом сезоне не монофосфат, как обычно я 3 раза проливаю, ну когда 2, когда 3, ну больше 2. 2, минимум 2, 3 максимум подряд. Концентрацию вы меня спросите, я вам сейчас не скажу, надо посчитать инструкцию, согласно инструкции. А в этот раз я не буду монофосфат калия использовать, а буду использовать вот это удобрение польское. И хочу посмотреть, как оно сработает в этом году на моем цветении. Но давайте пока только вот после удобрения 2 раза в месяц вот этим орхидей. Здесь, значит, надо вообще его использовать было 1 раз в месяц. 5 нажатий на литр. Я использовала 2 раза по 2-3 нажатия. Ну, когда 2, когда 3. В общем-то, посмотрим, что у меня происходит на моих орхидеях после вот такого вот ухода при помощи вот этого удобрения. А начну я свой осмотр с моей вот этой стоечки с орхидеями. Здесь первая орхидея, которая вот смотрит на меня внимательно. Хороший такой добротный куст. Это орхидея Сейн. Она всегда цветет прекрасно, большими гроздями. И вот буквально, может быть, прошел месяц, как я срезала, может быть, даже меньше, ее пышно цветущий цветонос. И вот смотрите, что-то тут в пазухах мы можем уже видеть. Мешает нам рассматривать вот этот красавчик. Он уже разобрал, короче, плинтус. Ну ладно, пускай забавляется. В общем, девчонки, смотрите. Здесь я вижу слева цветонос, а справа, мне кажется, все же это корень. Я рассчитывала на 2 цветоноса, но я думаю, что из этой пазухи идет корень, цветонос здесь. Орхидея Сейн. Мой малыш-кот продолжает цвести. Wild Cat очень долго держит свои красивые цветочки. Только на солнышке, на ярком немножечко вы можете ощутить его аромат. А так, в принципе, нельзя его назвать ароматным фаленопсис. Но здесь, конечно, пока нам и не надо. Никаких новых цветоносов нет.
У него своя там история по росту и развитию. Вот он сейчас в фазе цветения. Ой, красавчик, девочки, всегда вам показываю. Очень его люблю. Вот орхидея, которую мы прям вот недавно с вами пересаживали. Там еще много комментариев было. Не сняла я вот эти листья. Оставила их. Ну, я посчитала нужным их оставить. Думаю, со временем я их сниму. Она немножечко сейчас нуждается в поливе. Просохла. Но я что вам хочу показать. Даже после пересадки, вот смотрите, у нее, кстати, вот так. Носик цветоноса. Пазуху она одну-вторую нижнюю пропустила. Решила выдать цветонос прямо из верхней пазухи. Вот в таком она состоянии сейчас. Мы с вами пересадили ее в галтованную кору и живой мох. Ну вот. Она меня удивила тем, что она решила процвести. Буквально недавно я срезала цветонос еще с хорошими, ну уже не совсем свежими цветами у пирата Пикота. Ну я вам скажу, пока нет цветоносов, только вижу корневой рост. Ну пускай отдыхает. Но он не отдыхает, он растит лист, корни. Такой уже большой, достаточно красивый кустик. Мне он очень симпатичен. Скажете, жалко, что не бабочка? Ну и стандартики тоже мне нравятся. Смотрите, сколько у него пар листьев. Изначально был хороший куст и прекрасно растет. Молодец. Я его даже, знаете, перевалила из его же горшка в его же кашпо. Просто, когда пересаживала из горшка достала, это был двойной горшок, и засадила в кашпо. Точно так же с сейном я поступила. Так, и давайте рассмотрим претендента на пересадку. Это мой красавчик. Сейчас, девочки, я его вот так возьму. Ой, это наш с вами красавчик. Чтоб не упал. Который в летнем цветении вот такой. Видите? Узнали вы его? Пениф. Пениф вообще выгорел. Видите, какое он летнее цветение. Вырастил красивый вот этот. Какой из них? Вот этот лист большой. И я же все думала, что я его пересажу. Здесь я срезала его старый цветонос. Это цветонос летний. И представьте себе, девчонки, я смотрю, а у него там еще один цветонос. Представляете? Это просто молодец. И там кто-то еще тоже молодец. Крушит хвои. Пока я собиралась его пересадить, а его уже, в принципе, пора пересадить. Сейчас я вам покажу. Вот так возьмусь аккуратно. Видите, что творится у него? Вот такая вот картина по корням. В общем, я его просто поместила в кашпо. В общем-то, он у меня в кашпо вот так вот растет. Такой вот молодец. Ну, подождет еще немножечко. И потом посмотрим. Что этот пес съел? Жорик? Это был плинтус. В общем, подождем и пересадим уже, когда отцветет. Мне просто интересно, вот если этот цветонос останется летним, да, на 3 цветочка, и какой будет зимний. Возможно, он должен быть яркий. Хочу добраться к этой орхидее. Это мой любимчик Magic Art. Он, конечно, король подоконника. У него на старых цветоносах, девочки, вот, почки начали активный свой рост. Видите? Я обрезала, а потом думала, чего я эти 2 палки оставила? Ну, пусть будут. Листик растит. И насчет нового цветоноса, смотрите, он. То есть шоу must go on. Мне нравится, он такие каскады выдает и радует меня прям до самой жары вот летней. Вот зимой сформировал цветоносы, начал цветение, и потом самый пик все лето, в общем, долго держит. Ну, такой молодец. И если здесь будет 2 почечки разбужено и 2 веточки, да и здесь, если будет, да еще и новый цветонос, вот это мы с вами порадуемся за него. И за себя тоже. Как он у меня посажен, вот так, девочки. Это вот кашпо огромное, с корой и с живым мхом.
Там уже своя микрофлора. И вот видите, уже корни пошли гулять. Вот они. Это его корни, кажется. Я думала, не его, его. И вот здесь его. Видите? Ужас. Уже он никуда не помещается. Так, ну, конечно, хочу показать вам эту нашу любимую беляночку, снежинку, у которой было сногсшибенное цветение там на 60 с лишним цветочков, да, прошлым летом. Я вам хочу сказать, что я ее развернула, она ж легла на бок, и я ее от окна отвернула, посрезала ее большое количество цветоносов. Сейчас я заберусь на ступеньку, мы с вами посмотрим, что она там, чем она там занимается. Так, девчонки, я вот так вот сверху. И смотрите, сколько было цветоносов. Вот это все палки, это все были цветоносы. Можете представить. И вот сейчас еще 2 цветоноса. Корневая, конечно, мама не горюй. Представляете? Но вот это мне надо будет... Я ж думала сейчас ее уловить момент. Я его пропустила, этот момент. Вытянуть из горшка и как бы обновить. Ну ладно уже, да? Пусть подцветет. Вижу, еще корень идет. И вот 2 цветоноса. Но она, конечно, надо вот этот, девочки, убрать. Он мешает. Я сейчас пойду возьму секатор, его срежу. Я сильно большой оставила, и он новому цветоносу прям мешает. Он, конечно, пролезет. Не, он мешает. Надо будет аккуратно обрезать, чтобы тут не повредить. Ёлки. Да, хорошо, что я залезла вот так, да? Хорошо делать обзоры. Можно найти что-нибудь этакое. Так, ну сейчас мы с вами перейдем вот на ту полочку. Там посмотрим на стеллаже, что там происходит. Так, здесь с краю у меня стоит красавчик Тоши. Помните, я вам жаловалась, я его обрабатывала от вредителей. Но мне показалось, что это клещ. Я много раз его обрабатывала с санмайтом. И потом брызгала просто от вредителей. Ну вот он растит листик. У него сейчас я его тоже развернула от окна, чтобы он немножко выпрямился. Вот его старые цветоносы. Что там у него происходит? Сейчас рассмотрим, девочки. Сейчас рассмотрим, что у него происходит. Так, я не знаю, но мне кажется, что все же... Сейчас, девочки, удобнее станем, чтобы от окна. У нас сегодня пасмурно, но чтобы нам было видно хорошо. Мне кажется, что в этой пазухе что-то там происходит. Да? Смотрите. Мне кажется, что носик цветоноса вышел у него. Это не корень, это носик цветоноса. Так что Тоши тоже решил цвести. И я сейчас тоже секатором укорочу вот эти палки. В общем, с Тоши все понятно. Цвести собирается. Да? Собирается. Что сказать про его соседку каменную розу? Тоже один появился носик цветоноса. Вот так. В общем, девочки, к чему все это? Это к тому, что даже без удобрений с повышенным содержанием калия и фосфора на перепаде температурном вот этот процесс неизбежен. Так что у кого прохладненько, ждите носиков, цветоносиков. Да? Где ты был? Что случилось? Что ты делал? Где ты был? Что такое? Будь здоров. Так, эта красотка у меня все еще цветет. Деток мы с вами сняли. Осталась одна детка. Первая самая детка сегодня уезжает к своей мамочке. Сейчас запакую, поедет. Эту вторую я оставила себе. Вот видите, ризоиды уже после пересадки в плагрон. Обратите внимание, как ризоиды уже хватаются за стенки горшка. Так что все нормально со второй. А третья вон там. Девочки пишут мне: Аня, как можно забронировать? Девочки, я пока их вот только одну вот пристроила. А эти две оставляю себе, потому что у меня сама материнская орхидея
но может сделать финт ушами, и я этого боюсь. Я хочу вам показать и сама посмотреть, что там происходит. Да, Жора? Как мы это сделаем? Мы сейчас обойдем аккуратно. Ой, наши малогабаритные квартиры. И посмотрим, что она здесь задумала. Я вам говорила, что я бы не хотела, чтобы она после лечения топсином себя изводила выгонкой новых цветоносов. И я надеюсь, что она меня услышала. Видите, она смазанная топсином. Но вот этот бугорок, видите, вот шея припухшая, это может быть либо новый корень вот здесь, либо цветонос. Я бы хотела, чтобы это был, конечно же, корень. В общем, донашиваем вот эту детку. Пока 2 корешка. Еще пока поживем на мамке. А здесь, по-моему, уже все позасыхало. Что-то тут непонятно. Да. Ну, вот эти вот тоже какие-то. Ну, они могут еще пойти в рост. Посмотрим. Но, скорее всего, что она, вот видите, вот живые почки у нее, она, скорее всего, процветет на старых цветоносах, просто даст ответвление. Такая вот. Уже, видите, скидывает цветочки, уже все. Я сегодня внизу понасобирала, там попадали. Она тоже долго цветет, себя прям изводит. Так, ну эти 2 орхидеи мы еще в прошлом видео, которое было в этой локации, мы с вами видели, как они только-только, эти цветоносы, появились. И вот уже какие они большие. И мне нравится, что они такие вот пока пряменькие. Надо уже их на опорку. Так, это яблоко. Один. Мне кажется, что один, и это хорошо. Я вам еще говорила, что с одной только стороны растут цветоносы на этой орхидее. Так, я опасно это сделала. Сейчас Жорик придет посмотреть. И здесь тоже второй. С этой стороны один. Ну, хорошо. Прекрасно. Вот такие молодцы. Сегодня сняла последние цветочки с Измаэли и рассмотрела ее. Она только отцвела. Думаю, пересаживать, не пересаживать, что с ней делать? Ну, вроде бы, как бы еще можно потерпеть. Это еще от садовника посадочка. Ну, видите, вот сверху корешки. Вот это надо тоже пообрезать. Старые корни надо посрезать. Каждый раз что-то обрезаешь, чистишь, но все равно в следующий раз находишь. Так, а что здесь на остальных полочках? Ну, Патрик нам не надо, чтоб цвел. И надеюсь, он будет просто расти. Так, здесь у нас реанимашки в плагроне. Им тоже не надо цвести. Так, Джой, Ангел, Войс. Тоже тишина. Но не надо, надо, чтобы подрос. Так, также молчит мой Юкидан. Кстати, его я планирую пересадить в больший горшочек. Есть у меня еще вот такая вот простенькая, но симпатичная орхидейка. Она всегда цветет охотно, но сейчас тишина. Ну, наверное, попозже. А это и хорошо. Чем позже, тем лучше. Вот достала еще одну. Это знаете кто? Volucation. Она у меня такая, знаете, какая-то вот с самого начала не очень. 2 листика, сейчас только 3 вырастила. Ну, девочки, смотрите. Вот так она у меня растет. Корешок. Цвела. Вот цветонос срезан у нее. И вот здесь я вижу, сейчас я вам покажу, кто внимательный. Я очень внимательно смотрела, и мне кажется, вот над корнем, видите, вот он, носик цветоноса. С ума сойти. Ну, я за нее уже не сильно переживаю. Она просто приехала, по-моему, пересохшая. Эта партия была не обмороженных орхидей. У меня была партия одна обмороженных, ноябрьских, а вторая партия была, наоборот, в самую жару. Но это в прошлом году. И вот это из орхидей, которые были с отеками, вот пересушенные. И вот у нее вообще так
Она сбрасывала листья, но цвела обалденно. Помните эти такие пилорики классные, тюльпанчики? Я думала, ну все, после цветения будет ей все, хана. Обрабатывала топсином. Ну вот видите, там где обрабатывала, вот пошел корешок, один, второй. И вот носик цветоноса. И опять с этой же стороны. С одной стороны дают почему-то цветоносики. Ну ладно, посмотрим, на что она исподобится в этот раз. В таком вот горшочке бусинка у меня сидит. Растет. Один листик, получается, в сезон выдает. Ну, вот так вот. Орхидеи вообще очень медленно, девочки, растут. Это вам не хоечки. Ура! Я и здесь нашла цветонос. Только единственное, сейчас аккуратно обрежу старый, уже высохший. О, это хоткис. Хоткис азиатский. Видите, какой листик вырос новый. Это тоже, по-моему, у меня вырос или нет? Нет, с этим приехал. А вот этот у меня вырос за этот сезон. И знаете что? Вот с этой же стороны, девочки, вот он, у хоткиса новый носик цветоноса. Молодец, молодец. Кстати, я его ужасно пересадила. Я поленилась. Я его не достала из мха. Просто положила в стакан, в этот, ну, короче, обложила корой. С тем же моховым стаканом, с которым он приехал, я его сюда поставила и корой обложила. Девочки, это не очень хорошо, потому что не поймете, как поливать. Я просто поливаю сюда ближе к краю горшка, наливаю, пока блюдце будет полное, и там уже говорю, делай, что хочешь. Так, здесь я вижу в плагроне у этой орхидеи из храма ничего нет, я не вижу. Не вижу. Ну, нет, как бы листики растет. Пускай растит. Так, это моя Виктория Лейс. Надеюсь, ничего там не учудила. Ей не надо. Пускай наращивает массу. Так, растит корешки. Кстати, вот недавно пересаженный. Сейчас, девочки, мы его глянем. Это калейдоскоп бабочка. Пилорик, вернее, у меня не бабочка. Думала, будет бабочка. Ну вот он в новой посадке, в которую мы его поместили. Голтованная кора и мох. Он так неплохо. Вот у него пошел корневой рост. Цветоносов пока не вижу, но и не надо. Он замечательно, просто замечательно отцвел. А ну, то не цветонос. Нет, это, по-моему, корни от шеи. Все хорошо, пускай идут корни от шеи. Это нам сейчас самый раз и надо, чтобы шли корни от шеи. Так, это моя детка. Тоже корешки растит сплэт. Это кто у меня? Это у меня арома. Пилоричная 68. Тоже тишина. Здесь у меня это самое... Нету никого. Надо кого-нибудь посадить. Это в мхе у меня коллекционная орхидея. Что-то растит. Видите, вон из-под листа идет. Что, цветонос новый? Походу, да. Ты кто? Ты кто? Самара. А, это какой-то сложный гибрид. Сейчас я вам покажу. Ой, как мхом заросла. Самара. Фаленопсис Самара. Это Виолацея альба на белину Sea and Mountain. Ой, мамочки, я же вам говорю, какой-то сложный от Джозефа Ву гибрид. Он у меня вот так в стакане. И, ой, господи, так воткну. Корни растит, вот, корни есть. А вижу, бутон, видите, не потянул, зажелтел. Что-то не хватает. Ну, это такие орхидеи, которые не просто орхидеи. Они, хотела сказать, не с приветом, а с претензией на внешнюю среду. А здесь у меня корешки, и вон есть носик цветоноса у малычи. Да? Или это носик корешка? Но мне кажется, что это цветонос.
И знаете, кто это? Точно так же в стакане Бургунди пилорик. Ой, он красивый. Вот его корневая здесь развивается в стакане. Красавчик. Так. Это кто? Ты кто? Леолин. Это Sparrow Cat. Sparrow Cat у меня цвел, когда от садовника приехал. Вот его цветонос. Он у меня в плагроне. Так, девчонки, мальчишки. Не вижу я цветоноза. Это хорошо, потому что у него адаптационные листья вообще, видите, какие маленькие. Ему надо побольше покушать. Так, кто здесь у меня из больших? Ой, вот это, кстати, моя красота. Бананка. Наконец-то лист пошел из середины. Прикольное цветение. Было там пару цветочков у меня. Такой восковичок. Желто-коричневый, смешной. Ну, так, потихонечку адаптируется. Думаю, что если даже не процветет, я уже видела, как цветет, ничего страшного. Так, а это моя кимоно бабочка. О, бабочка кимоно. Бабочка кимоно выдала цветонос. Вот он. Вот он. Но она обычно по два. По два, поэтому плохо видно, но корни. Ну, пока один. Но она молодец. Ох, она как цветет долго, пышно. Молодец. Куст хороший, новый лист. Молодец. Так, а это мой... Неужели не будет у меня? Ну, может, попозже, скорее всего. Санта-Клаус. К Рождеству надо успеть. Ничего нет? Но он растит листик. Так, срезала. Ну, он, кстати, все лето цвел. Ему надо отдохнуть, конечно. Конечно же, ему надо отдохнуть. В общем, Санта-Клаус пока ничего не растит. Ну да, видите, у него один цветонос, второй цветонос. В общем, так, и на нижней полочке у меня парочку орхидей. Вот, например, это моя гигантея. Гигантея. Ой, я прям, девочки, уже столько лет с ней вожусь. Она, конечно, еще та дамочка. Ну, тут цветение ждать, сами понимаете. Ну, хотя бы вот здесь под освещением, прям под самой лампой, я так ее повыше поставила, она начала растить лист. Так что молодец. Вот тут у нас недавно пересаженные и бывшие в цветении красавчики. Это моя очень красивая орхидея Charming Panda. Ну, она не цветет. Она цвела все лето, но сейчас не цветет. Жорик хочет ко мне, но я закрыла дверь, и у него истерика. Так, это кто у меня такой красивый в плагроне? Видите, как на плагроне выступают соли. И надо его протереть. Протереть надо. Это кто? Это... это Мартин. Он чем-то цветочками похож на сапфир. Где твои корешки? Вижу, что неплохо себя чувствуешь, но корней... вот корни появляются, видите, в плагроне. То там, то сям. Ой, меня зовут. Сейчас я его заберу, промою его. Видите, он такой весь еще в обработке. Но тут мои котлеи, которых тоже надо уже полить. Котлеи. В общем, девочки, вот такие дела. Больше цветоносиков здесь нет. Вот тут еще виолацея моя индиго. Но она не цвела ни разу. Она корешки растит и новые листики. Такая вот она маленькая приехала. Маленькая. Так, а это кто у меня тоже? Надо эту полку протереть и полить. Это у меня красавчик. Красавчик без имяшка. Но тоже какой-то из сортовых таких. Да. Сейчас займусь нижней полочкой. И всем вам шлю большой-большой привет. Всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего.
Вам здоровья и здоровья вашим орхидеям. И в этом сезоне пышного всем цветения. Обнимашки. Мы с Жориком хотим взвеситься. Ну, Жорик, ну ты стал на весы, ну и чё? Ну ты мне сбил все весы. Подожди, подожди. Я, правда, в спортивном костюме. Я хочу его взвесить. Так, сколько здесь? Они выключились, Жора. Сейчас нолики. Да, сейчас. Подожди. Что ты там уже ешь? Выплевывай давай эту гадость. Так, по нулям. Так, без Жорика 55 стоя. В спортивном костюме в теплом. А теперь с Жориком. Думаю, что килограмма 2,5 он уже набрал. 57 600. Так, 57 600 минус 55 100. 2,5 килограмм. Молодой человек. Эх, зря не выключили, Жорка. Жора, выплюни. Ты мог бы так взвеситься. А ну давай, я тебе одного поставлю. Сейчас, давай. А ну стой. Иди сюда, иди. Иди, мы посмотрим, сколько ты весишь. А ну стой. Жора. А они на него не реагируют. Они на тебя не реагируют. Надо кушать больше. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Жорик просит мяско. Ай-яй-яй. А там биточки. Жорик, ты же не знаешь, что такое мяско? Чего ты вдруг решил? Ты покушал уже своих сухариков. Сами скажи, ешьте свои сухарики. Да? Бубочка мамин. Ну нельзя тебе такое кушать. Жора. Там ничего нет. Может, он бутылку видит? Я не могу понять. Что-то он там узрел. Ну там биточки лежат. Ты что, Жорик одессит любит биточки? Не дают покушать вкусного, не дают. Бессовестные. Доктор Жорику витаминку прописал. Ты кушаешь витаминку? А он с ней играется. Ты кушаешь? Что за витаминка такая, скажи, не пойму. Но он сначала играется так, типа, продлевает удовольствие, а потом ее съедает. Да? Ну, бери витаминку. Бери. Такой смешной. Он ее мусолит, мусолит. Выдрыхся, пока у меня английский был. Сейчас пойдем гулять. Что, ты не хочешь витаминку? Ты с ней заигрываешь? Видите, как он играется с ней. Закапали глазки. Так смешно. Вы тоже так принимаете витамины? Ну, такое себе, да, Жор? Ой. Вот так надо принимать витамины.